Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы сегодня с тобой начинаем, наверное, смотреть Totally Spice, первый сезон, первая серия. Сразу говорим, все дружно говорим, все, кто смотрит, все, кто посмотрит, все говорят спасибо. Дарье Добриной. Правильно. За то, что она дает нам возможность посмотреть этот проект, за то, что она поддерживает наш канал, соответственно, вот. Спасибо тебе большое. Да, вот все вместе это говорим. Короче, я смотрел Totally Spice, давайте начнем с этого. Не все серии подряд где-то там в интернете, а вот этот по телевизору что-то включалось, соответственно, я что-то там смотрел. Сначала я такой, фу, что-то девчачье вот так вот сначала, да? А потом как-то втягиваешься. Это месть? Это мне месть? Нет. Девчачьи. Нет, это жиза. Вот, а потом как-то втягиваешься, вот эти вот шпионские приколы, все какое-то такое супер шпионское, вот это X-пудреница туда-сюда. Да, я всегда хотела. А потом в Макдональдсе, когда была серия этих игрушек из Totally Spice, меня повели на день рождения, и меня, я не знаю, может, мама попросила, может, что, ну, короче, мне положили X-пудреницу. Вот, и, соответственно, ты как-то втягиваешься, как-то потом начинаешь такой, о, прикольно, а потом уже такое в расписании видишь, и какой, ну ладно, посмотрю, как бы раз настаиваете. Вот, поэтому, не знаю, тут то ли 6 сезонов, то ли 7 анонсировали, то ли 7, вроде как я понял 6. 6. Где-то там они в школе, потом где-то они в институте, вот, и не все серии я точно видел, соответственно. В институте? В железнодорожном. Нет, в железнодорожном это SF колледже, вот это вот. Не в институте. Вот, соответственно, как-то так. Аня тоже, наверное, смотрела. Наверное. Я, конечно, смотрела. Возможно, даже все серии посмотрела. Ну, не знаю насчет всех. Я играла в игру. Я, кстати, хочу, чтобы ты тоже поиграл в игру потом. Я смотрела точно 5-й сезон. 1-й сезон смотрела. И, может быть, какие-то серии там из других сезонов. 1-й, 5-й? Я не могу сказать, что я смотрела все. Может быть, и все. Потому что я смотрела по Jetix, там что показывали, то я и видела. А 2-й, 3-й, 4-й прошел мимо тебя, да? Ну, я же говорю, некоторые серии смотрела. Подожди. Я знаю, что там некоторые серии прям сюжетные. То есть здесь вот это вот, где Totally Spice такой девчачий, показывали по телеку. Ты не утверждаешь, что смотрела все серии, а зато как черепашки, так ты сразу. Все, у меня была кассета, это я помню. Сколько сезонов там было, я не помню. Вот, что я еще хотел... короче, искал я в 4К разрешении какой-нибудь ремейк, ремастер, соответственно, на Totally Spice. Мы нашли одну единственную серию в интернете, где есть 4К ремастер, вот ты видишь, да, у нас написано. Соответственно, все, кто смотрит, все, кто знает вообще какую-либо инфу о том, где можно достать 4К разрешение Totally Spice. Можете присылать нам ссылки в Телеграм. Ссылочки, да, в это вот везде пишите, везде отправляйте, чтобы мы это все нашли, потому что почему-то больше я не нашел. Вот она реально одна единственная серия, как будто кто-то просто из-за того, что люблю музыканта. Это, наверное, название серии. Да. А я думал, люблю музыкант, типа музыка прикольная у Totally Spice в начале. Он такой, блин, ну ради этого ремастер сделаю первую серию. Вот. В принципе, все. Начинаем? Да, давай. Давай уже погружаться во всю эту ностальгию. Вот мы идем, и нет преград. Нас не остановить. Вот мы идем, не ждем наград. Нам нужно победить. Totally Spice. Сейчас звук еще подкорректирую. Здесь у них еще вот эти вот экспудреницы с сердечком. Ты видел? Да, и чё? Вот, а дальше-то она будет такая кругленькая, как пудреница. Мелочи, ты думаешь, я знал об этом? Так не говоришь. Тебе надо было увидеть заставку. Так, это японский Totally Spice? Магазин Токио. Так, давай-ка мы выкрутим прям на 100. Кто такой этот Рики Матис? Не знаю, но фанаты раскупают его единственную песню. Люблю музыканта.
Беверли-Хиллз, старшая школа. Блин, ну качество прям нормально. Вы замечаете? Нет, смотрите, как хорошо прям все протекстурировано. Даже надпись читается, смотрите, Беверли-Хиллз. Вообще какие линии Старшая красивые. школа. 12:00 утра. Какие ровные линии на школе. Вы вообще это замечаете? Надо срочно, чтобы вторая серия тоже была вот такая в 4К в ремастере. Потому что то, что мы видели в интернете на 480, Мы не сможем такой смотреть. это вообще издевательство полное по качеству. Сэм, можно мне завтра надеть твой кашемировый свитер? Конечно, мы же друзья. А как же я? Алекс, если мы обе будем носить этот свитер, мы растянем его. Вот и все. Кловер, я ведь тоже твоя подруга, не так ли? Вот поэтому я надену твои сандалии с леопардовым рисунком, да? Кловер, что с тобой? Я не знаю, здесь из-за того, что это переработано, текстура так странно выглядит лиц, или это просто я потом помню, какие у них классные лица, уже, наверное, ближе к каким-нибудь 5, 4, 6 Ну, сезонам. конечно, это первый сезон еще то такое. Вот. Потому что здесь такие линии, такие, типа, немножко, да, несуразные прям. Нет, это просто первый сезон такой. Опа, тоже так молчал. Откуда музыка. этот взгляд? По-моему, Я на Кура играю. влюбилась. Нужно узнать, кто он. Привет, меня зовут Кловер. Она влюбляется так же часто, как Мэнди меняет свои наряды. Давай пойдем куда-нибудь после школы. Угостишь меня коктейлем? Хорошо, давай. Она такая смелая. Извини, Кловер. О, После уроков Дэймон идет со мной в кафе. Да. Вот это вот Мэнди мне напоминает Мисси вроде бы из Винкс, которая всегда Блум подстрекала, в очках такая ходила модная. Что? Ну, Мисси? ну как ее звали? Вот что-то такое, там тоже на «мы» вроде бы. Или Минди, или это Минди. Это Мэнди. Ну там вот это была в очках такая, у него мотоцикл свой это был. Дарси вообще-то. Какая Дарси? Дарси из Трикс. Да. Нет, она на земле еще жила, у нее Поняла. Да, кстати. Мгм. похоже. Вот. Ну, короче, вот как бы тут кто не говорил, что здесь кринжово, но мне кажется, здесь все равно не так кринжово, как Винкс. Ну, кстати, может быть. Я забыл об этом. Я просто хотела помочь ему, он новенький. Вот. Как Ну, быстро. эмоции Я тут очень сама хорошо. куплю тебе витаминный коктейль. Или тебе больше нравится этот глупый музыкант? О да, он мне так понравился. Я схожу с ума от музыкантов. Девочки, это любовь. Ему должна понравиться я, а не Мэнди. Опа! Нам дают Всегда задание, было как их только жалко. у меня начинается личная драма. Да никогда не задумывалась, как это просто в каждом углу находится эта труба, которая их засасывает. Это капец, я просто не представляю, это настолько жесткая сеть вот этих всех каналов должна быть, чтобы из любого места их всосать. Это похлеще, чем какое-нибудь московское метро. Мгм. Вуш. Вуп. Как хорошо, что вы зашли. Мы тоже рады. Рики Матис? Кто такой? Последняя сенсация. Он выпустил только один диск с оптимистичным названием «Легенда рока». О нем уже знают и в других странах. Здесь что-то не так. А мы здесь при чем? Вы должны поехать с ним в мировое турне под прикрытием и узнать, почему все без ума от этого Рики Матиса. Тут Мы задание. будем настоящей группой. Почти настоящий. Здорово! Дэймон бросит Мэнди и прибежит ко мне, потому что теперь я тоже музыкант. Я буду неотразима. Нам нужно название. Это необходимо. Я все уже придумал. Можно назвать Вуп. Где-то в небе. Шпионки, Очень. какая гадость. Очень скрытно. Да, а вы точно этот шпион?
Нет, ты посмотри, сколько у них денег. Самолет раскрашенный. Типа, чтобы сделать прикрытие, прикинуться рок-группой. Мгм. Вот, ну, Ну, Масштаб. слушай, тут эта шпионская группа либо главная в стране, либо вообще главная какая-нибудь в мире. типа ЦРУшники. Ну, типа, да, поэтому у них, в принципе, деньги бюджетные, что им куда экономить. Так-то, да? Ну да. Но вот эти приколы, типа, самолет, который называется шпионки, без палевности 0, конечно. Никакого Это как, знаешь, как говорится, если хочешь что-то хорошо спрятать, прячь это на видном месте. воображения. Это моя идея. Эй, какие инструменты? А я почему-то думал, что в первой серии нам расскажут, почему, как вот это вот они, может, вообще не были шпионками и появились они сразу, типа, такие, да? Сразу такие. Где вот эта история? Нас тогда-то Ну, укусили. ты да терпи до 3-го сезона какого-нибудь. Мне История... знаешь, там будет какой-то сюжет в этом Нет, плане. история должна быть. Нас укусил радиоактивный паук. После этого мы решили Там спас... такая история будет. В 3-м сезоне. Сейчас не время для репетиции. На чем мы остановились? Оснащение. Да-да. Вы получите сверхчувствительный микрофон, фен для волос торнадо и новый потрясающий прибор. Его название САПХ. Что, ха-ха? Не ха-ха, Ха-ха. а сверхмощный аппарат для подводной ходьбы. Как говорят в шоу-бизнесе, приступим. Открываем люк. Пока! Не, а зачем так делать-то? А как? Сказать, что люк откроется, вот поедете. Отель в Лондоне. Если ты шпион, то тебя очень хорошо должны натренировать, понимаешь? Ты должна пройти 50-летнюю тренировку со всеми этими, прочитать миллион страниц кодексов и тому подобное. Поэтому все это они должны знать, что это уже... Даже не надо говорить, что люк сейчас откроется. Они уже должны инстинктивно. Так, ага, сейчас откроется, мы полетим. У нас уже есть поклонники? Фу, это не они. Какие красавицы! О, Рики Матис так популярен. Нормальная хата. О, Дэймон будет в восторге от меня. Я уверена. Она только об этом и думает. Алло? Привет, Дэймон, это Кловер. Что Так выглядит как компьютерная игра, да? Типа, знаешь, вот эта вот иконка туда-сюда. А я вот Не, вообще, думаю... в целом мультик прикольно сделан. Сам по себе необычный. Такие вот, ну, по сравнению с теми же чародейками, Винкс вообще Другая. вайб другой. Да, Ну, ну- реально, как будто ты, типа, через телефон какой-нибудь. А он, там. он как будто, знаешь, он более эмоциональный. Вот он вот показывает эмоции как-то по-другому. Он прям вот не просто она сказала и все, а лицо прям перекосило полностью. И ты начинаешь как-то не прочувствовать эту эмоцию. Это прикольно сделано. Вот. Но что-то я хотел сказать. А то, что они вот сейчас в моменте шпионки, их там фотки сделают, в газете опубликуют, а потом вот он и их одноклассницы об этом узнают. Как они будут объясняться? Типа, ну мы такие звезды стали как бы на день, у нас вылетели с самолета, а потом на Да следующий это день не нас они, это вот... похожие. Да. Их у них это паспорт другой, это уже не Сэм, а Мэс, вот это вот наоборот все. нового в мире? Расскажи. Не знаю, я сижу в кафе. А Почему там как соус ты, чили? Кловер? У меня новая группа шпионки. Совместное турне с Матисом. Нас Она даже посетили открыто это Карпаты говорит. в Лондоне. Ты и Рики Матис вместе? Я не знал, что у тебя группа. Да, я играю на гитаре. Представляешь? Здорово! Когда вернешься, можем вместе сыграть что-нибудь, ладно? Мы вернемся через неделю. Я позвоню, пока. Это вы шпионки. Глупость? Кто вам сказал? Я не понимаю. Да. Обожаю. Она всегда так... Вот оно вам и когда Шпионки? Кто мы? Кто вам сказал? прикрытие вышло из-под контроля. Мы рок-группа шпион.
пленки. Я Фил Дженкинс, ваш менеджер. Рики хочет познакомиться с вами. Давайте поднимемся в пентхаус. Отличная песня. Спасибо, я только что написал ее. Завтра утром мы ее запишем. Это будет еще один хит. Мы так рады, так счастливы выступать с новым талантом. Мне тоже нравятся ваши ранние работы. Интересно, да, у них ранних работ нет. Ну там Джерри, наверное, что-нибудь сделал, типа записали кого-нибудь, какую-нибудь певицу позвали. Ну, может быть, но просто он Ну, уже... вряд ли они такие без демо там тусят и уже такие... Ну вот, я к этому и веду, что у него нету... Ой, он уже какой-то, видимо, звезда, у него большая фанатская база. Они Так просто... у него одна песня тоже. Ну, все равно уже фанатская база. Они просто пришли из ниоткуда и такие, сейчас будем звездой тусить. Он хочет вас видеть. У нас есть ранние работы? Пойдемте со мной в студию, там здорово. Извини, Рики, но туда нельзя посторонним. Мы с удовольствием пойдем. Хорошо. Ребята, нас Ну, ждут понятно, он зрители. бандит главный тут. Все, я все разгадал. Как в Скуби-Ду сижу. Почему этот диск светится? Видимо, это рекламный ход Оскаром? продюсера Рики. Так, Нет, он просто сделан из криптонита, чтобы Супермена случайно победить. Да. Случайно. Типа, знаешь, Вдруг попадет, вдруг продадим ему. включаешь диск из криптонита, идут скриптоволны. Что? Скриптоволны. Нет, криптоволны, и Супермен такой, у него уши лопаются, пф, и все. Вот так вот диск скриптонит привлекает победит внимание. Супермена. Сохо, ночной клуб. Кроме светящегося диска и толпы фанатов, все как обычно. Ты готова, Кловер? Кловер, что ты делаешь? Ты не должна О, слушать залипает. музыку, ты должна играть. Я взяла диск Рики как доказательство. Напрасно, там ничего особенного. У них, конечно, наряд модный. Эй, отлично мы сыграли. Все было записано раньше. Мы не пели. Твою гитару даже не включали. Ой, фу, это фонограмма, фу, у таких Нет, так, на... а как им еще быть? Я не Если они знаю. не умеют петь, это наоборот круто, что так показывают. Ну что, да, но типа, я... Было бы хуже, если бы они такие, мы профессионалки, мы еще и на гитарах умеем играть, и на барабанах, и вообще мы хорошо поем еще, нам уроки вокала там. Ну я подыгрываю, ну типа фу, типа я такой, знаешь, типа скептический критик. Поняла? Да! На бис мы петь не будем. Я никак не научусь попадать в текст. Ты не поешь, Рики? Мне это тоже не нравится, но так хочет Фил, а с ним не поспоришь. А! Потому что у него мой паспорт, я работаю за еду. Да. Эй! Да, вот вам и Рики. Он даже не поет сам. Странно не только это. Смотрите, девочки, оттуда лучше видно. Отличная мысль. Кловер, ты идешь? Мне отсюда хорошо видно. Зря, мать, надо было идти. Пошпионим немного. Да, мистер Себастьян. Завтра мы запишем ее. Я написал текст. К сожалению, Рики пригласил этих шпионок. Нужно усилить охрану. Ну что, девочки, вам понравилось? Девочки? А где третий? Эй, я ничего не слышу. Сюда звук не проникает. У меня голова болит от шума. Да. Что-то подозрительно. Отель в Лондоне. Что мы имеем? Диск Рики светится. Он не поет, а его менеджер сидит в звуконепроницаемой студии. Ну ясно, она вот музыку послушала. Поплыла, все поплыла. Не была в этой комнате и загипнотизировали ее, короче. А он же тоже слышит, почему он не гипнотизируется от этой Ну, он, музыки. наверное, в берушах. Ну, не знаю. Это странно, правда, Кловер? Рики такой талантливый, я могу слушать его всю ночь. О, да, я должна слушать Рики. Комната, конечно, вырви глаз. Должна? Ага. Нужно посоветоваться с А что, ты б такой не хотела в такой жить? В
такой комнате В такой розовой? комнате. Нет, не хотела. А чё, зато вот... Вот то, что они в Беверли-Хиллз, это, конечно, да. Богачки. Зато прикинь, ты такой просыпаешься, у тебя вот так все ярко, так вот, и ты такой, ой, и сразу настроение как будто проснулось, да, появилось, знаешь? Дальше ты такой смотришь, все такое веселенькое, такое сразу на позитивчике, нет? Ну, Не так знаю, работает? не знаю. Вот я проснулся сегодня, на улице пасмурно, в комнате пасмурно, у меня такой... Ничего не хочется, хочется тоже какая-то вот эта вот склизкая... Ты в 2 часа проснулся, а уснул в 6 утра. И чё? Ничего. Так дело-то в пасмурности, а не в том, во сколько я не лег. знаю, во сколько ты там выспался, не выспался. Джерри. Тоже Джерри? Добрый вечер. У вас не началась звездная болезнь? Пока нет, Джерри. Но если Нас У засыплют Кловер розами. началась. Их прислал Дэймон Рейнольдс. Кловер, цветы от Дэймона. Смотри, Мне нравится Рики. Я уж забыла о Дэймоне. Отстань. Как можно быть такой легкомысленной? Джерри, А кто такой мистер Себастьян? Это продюсер Рики. Он был неплохим гитаристом, пока не лишился руки при взрыве петарды. Ясно. Он живет на отдаленном острове. Нет, ну будем честны, и как бы если хочешь играть на гитаре, то отсутствие руки тебе помешать не может. Как минимум можно одной рукой держать гитару, а потом языком играть на струне. Не слушайте его. Он никого не оскорбил. А я оскорбить не хотел, если что. Я никого не хотел. Я даже в такой где-то в каком-то фильме видел, короче, так играли этот реальный языком. Так делали. Я поэтому и вспомнил. это. Ну что, поедем в мою студию в Бразуэле? Побережье Бразуэллы. А у тебя самолет не что раскрашен, за ну кому такой странная нужен? антенна на этой яхте? Рики говорил, что Нифига это для себе трансляции антенна. концерта. Девочки, а В моем понимании антенна это на телевизоре стояла вот эта вот штука. А вот это вот на доме, типа триколор там какой-нибудь. Ну не вот. Эта антенна, знаете, вот она так стоит на корабле, Я ничего не что, хотел сделать. что корабль должен вот так вот, мне кажется, стоять, типа под весом антенны, Да, он да, должен да. прогибаться. Они хотят весь мир. Ну, конечно. загипнотизировать. Конечно, захватить мир. Каждую серию мы будем смотреть в чародейках. В Totally Spice, что кто-то хочет захватить мир. почему эту тарелку охраняют военные? Никогда не видела такую странную студию. Отлично, Рики. Это было замечательно. Пора записать текст. Я Рики, и вот мой приказ. Долой правительство, сражайтесь за нас. Я буду править, а вы молчать. Это новый текст песни для гипноза всего мира. Вы вообще, конечно, беспалевные такие, я не знаю, как-нибудь. Ну, сказали бы, что им сюда нельзя, девчонкам, да? Записали бы вдвоем, во-первых, как минимум поговорили. Во-вторых, ты думаешь, Рики такой дурак, он сейчас такой ничего не заподозрит? Он такой, ну ладно, это же просто Да, я песня. думаю, он дурак, который ничего не заподозрит. Фил, это очень агрессивная песня. О, А где мой текст? Что сегодня? Рики, я знаю, что нужно делать. Эти новые слова понравятся современной молодежи, так что берись. Странно. Девочки, вам не кажется, что это необычные слова для песни? Все песни Рики особенные. Нужно провести разведку. Приступим. интересно, они уже поняли, что с Кловер что-то не так? Не знаю. Или они такие, Мне да, она кажется, всегда они уже- такая, Да, типа, да, да. она всегда влюбляется в парней, поэтому, возможно, она влюбилась, да? А есть такое у вас приятное ощущение от стука их каблуков? Мне так приятно слушать его каждый раз. Я думал, ты скажешь, а у вас есть такое приятное чувство ностальгии по этому мультфильму? Ну, это тоже. Хорошо, когда мода не мешает работе. А! Ну, костюмы, конечно, у них зачетные. Секретная лаборатория должна быть где-то здесь. Ты молодец, Алекс!
Алекс вообще работает больше Стараюсь. всех. Новая песня Рики готова. Отлично. Мы записали нашу частоту. Хорошо. Мы скоро Красиво, да? увидим результат. По-моему, этот парень и есть Себастьян. И он уже не играет на гитаре. Садись. Что ты можешь сказать о новой песне? А зря у него есть рука, да? Ну, она типа протез, поэтому, наверное, не сильно ему Ну, хорошо. лучше, чем язык. Ну, Не скажи, да? да. Ну, он это такой, знаете, двуликий, типа полуликий. У него одно лицо одно половина, другое другое. Ты, Рики, и вот твой приказ сражаться за вас. Долой правительство, ты будешь править, а мы молчать. Можешь идти. Ты, Рики, и вот твой приказ. Ты, Рики, и вот... Ты видела? Это ужасно. Песня Рики — это гипноз. Та частота, о которой они говорили, может контролировать сознание. Вот почему Кловер ведет себя так странно. Первая песня сделала его рок-звездой. Он заставил зрителей обожать его и делать то, что он прикажет. Так, картина проясняется. Рики кажется, еще выступает спали. на концерте. Ну, вообще, они так а громко его болтают. У них тут этот стоит, как его, ученый прям перед ними. Они такие бла-бла-бла-бла. И он такой, ну, это мышки пищат. фанаты делают то, что он скажет. Охрана, здесь посторонние. Нет, они точно шпионки, нет? Отличный прибор! Сверхскользкое масло! Это мой мусс для волос. И очень дорогой, между прочим. Ты, Рики, вот твой приказ. Скорее, вниз по стене! О, прикольно. Капец, их поймали. это было? Не знаю. Что произошло? Так эти шпионки, настоящие шпионки, никакого воображения. Прикинь, да, мы тоже о том же. Джерри придумал. Вы ничего не сможете ему рассказать, потому что через 20 секунд вы сможете делать только одно – боготворить Рики Матиса. Сегодня вечером я отключу радио, телевидение и интернет по всему миру. Вы все станете моими покорными Которые обязательно нужно слугами. рассказать. Наслаждайтесь последней минутой свободы, девочки. О, классно. А где Кловер? Кайфует от музыки. И что теперь делать? Можно использовать гитары. Нет, только не это. Йоха! Нифига, это как надо так играть? Чтоб аж стекло лопнуло. Ну подожди, если уж стекло лопнуло от того, что они играли на музыкальных инструментах, мне кажется, уж оно бы точно разбилось от того, если бы она ударила гитарой. Отличная штука этот САПХ. Что? Не начинай. Скорее на концерт, пока не поздно. От соленой воды у меня слиплись волосы. Мне Стадион нравится, что они всегда жалуются на какие-то свои бытовые вещи. Девчачьи. Девчачьи, да, типа. Ой, вот если кашемировый свитер вдвоем носить, он растянется, а тут у меня лак для волос я использовала, он слишком дорогой. Ну, прям, знаешь, это прям реально такая типичная двойная жизнь. С одной стороны, ты вроде бы реально делаешь какие-то опасные вещи, которые каждый раз могут угрожать твоей жизни, а с другой стороны, ты такая, блин, я потратила дорогой мусс. Да-да. Розуэли. Рики! 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 Рики, Почему вы здесь? Вы же должны играть. Твои друзья
Фил и Себастьян заперли нас в студии, чтобы с помощью твоей песни гипноза превратить нас в зомби. Алекс, просвети его, а я на радиовышку. А теперь посмотрим фейерверк. Ой. Теперь приступим к финалу. Блин, так прикольно, смотри, она видела, нет? Каблуком? Да. Типа каблуком держишь, чтобы не перетягивалось слишком канат. Блин, это продуманно, это прикольно выглядит. Теперь приступим к финалу. Себастьян хочет свергнуть правительство с помощью моей музыки? Он хочет править миром. Ты не заметил? Эй, ты меня слышишь? Вот он! Она с фанатами тусила все это время, я. Дерики, он должен Они играть. рассказывали, как им нравится сильного. Толпа поднимет бунт. Ждать нельзя. Нужно включить запись. Рики! 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 О, нет! Что теперь? Путь только один. Наверх. Что это? Пора избавиться от этих шпионок. Окончательно. Ну вообще экшон даже в первой серии, вы представляете себе, нет? В чем дело? Мы поймали сигнал на концерте Рики. Это невозможно. Выключите мониторы. Не надо. Музыка Рики такая чудесная. Ты тоже давай кайфани. Ты Рики, а мы твои рабы. Ты Рики, а мы твои рабы. Ты Рики. Ой, блин, мне костюм порвали. Ладно, он бюджетный. Теперь мы сами ими займемся. Ты заметила, да, Джерри, как показывал? Что-то знакомое, не правда ли? Мы твои рабы. Рики, а мы твои рабы. Спасибо, Джерри. Ты как раз вовремя. Эти преступники чуть не заставили Рики дать им автограф. Неужели мне понравился Рики Матис? Какой позор! Не ругай себя. Типа Ты не так мейнстрим. уж и виновата. Ну, возможно, он не в ее вкусе. Не знаю. Может, она типа поддалась кажется, чарам музыкальным. А, ну вот, наверное. Гипноз закончился, и ты не превратишься в зомби. Кловер, ты вернулась. Ты получила мои цветы? Да. Пойдем куда-нибудь. Расскажешь о вашем турне? Пошли. Вот какой хитрый, он сначала там Ага. с Мэнди ходил. А как узнала, всё- что она такая музыкальная, это все. Сразу Да, переключил свои И все лыжи. равно и с Мэнди тусил, и с ней, да? Извини, Дэймон, мне больше не нравятся музыканты. Все. Ну и правильно. Ага. Опоздал. Я горжусь тобой, Кловер. Наконец-то ты пришла в себя. Глупо влюбляться в первого встречного с гитарой. Подумай. Правильно. Простите, а где здесь зал для репетиций? Я заблудился. Я с удовольствием тебе покажу. Она опять влюбилась в музыканта. В своих слабостях она постоянно. Я покажу тебе школу, а ты можешь угостить меня коктейлем. Хорошо. Вот так вот. Авторы сюжета и продюсеры Бен Что, хочешь посмотреть, нет?
Вот это? Да. Шалван Демерсей, Дэвид Мишель. Режиссер Стивен Берри. Автор сценария Роберт и Мишель Ламар. Все это, короче. Чё, как тебе мультик? Режиссер Ну, классный, ничего с ним не изменилось за последние 15 Ну, лет, это вот- пока это я прям не смотрел. Классика и база. Ну, на удивление, не знаю, первая серия, первый сезон выглядит шикарно. Если взять в расчет тот факт, что это, возможно, была какая-нибудь пилотная серия или, ну, прям начало сезона, то сделана она качественно, она сделана хорошо и по рисовке, и по сюжету, и по логике, и по всему, и по всему. Единственный минус был бы здесь, что это было бы 480, но мы знаем, что это не 480, поэтому и минусов-то тут никаких быть не может. Все очень хорошо, все очень приятно смотрится. Да, реально очень приятно и очень здорово. Мне понравилось, такую ностальгию словила. Прям как Шаман Кинг. Прям так, да? Да, Прям вот наравне. И X-пудреница, и Амидамару. да. Амидамару, дух бесплотный, пожалуйста, войди в X-пудреницу. Сейчас буду пудреницы всех побеждать. Да. Да, тогда все отлично, Блин, вообще, вообще офигенно. приятно. Мгм. Очень, это очень-очень классно, вот так можно сказать. Потому что не одни сутки мы потратили за просмотром этих чародеек, опять-таки. За просмотром этих шпионок, особенно когда были марафоны, наверное, суточные, которые целый день эти шпионки. В шпионах марафоны были. Я не помню такого. Я ни разу не попадала на марафоны вот эти. Были, целый день, там целый сезон за день тебе показывали просто. Ты уже смотреть не можешь, у тебя уже так глаза липнут, и просто такой, надо досмотреть. Я такого не видела никогда. Я чародеек всегда... Ой, чародейка, опять-таки. Total Spice всегда ждала. Как и чародейка. Не Ты сначала знаю. кучу ненужных мультиков посмотришь, чтобы дождаться одной серии там Total Spice. Ну, может быть, я, конечно, мне где-то придумал это, но мне кажется, такое было. Это, может быть, и придумал. Ну, ты так это уверенно сказал, что я начал Ну, сомневаться я в потому что ни себе. разу не попадала на эти марафоны, поэтому не знаю. Не знаю, мне кажется, марафоны вообще часто были. Ладно, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, там общение, анонсы. Подписывайся на Бустер, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.